Привет, друзья, на канале Чучо ТВ. Второе направление моего канала – это ножевая тематика. И сегодня у нас на обзоре два интересных девайса. Точилка Ruxin Pro, о которой уже есть отдельное видео, можете посмотреть. Мы ее немножечко доработаем, доведем, как говорится, до ума. И второй девайс – это поворотный механизм RX008. Сама по себе поворотная точилка Ruxin Pro достаточно продуманная. И мне она в принципе понравилась. Здесь есть очень хороший крепежный механизм к столу. При этом достаточно неплохой поворотный механизм, практически без люфтов. Широкий хват, намного шире, чем у того же Apex. То есть на такой точилке можно точить кухонные шеф-ножи. Система поджимания из двух достаточно толстых пластин сделана очень аккуратно и точно. Здесь используется удобная ручка, мне она очень понравилась. Очень неплохие металлические прижимы камней. В комплекте идет 4 вида алмазных камней, я рекомендую брать именно такой набор. Потому что алмазы, они, во-первых, держатся лучше, точат лучше, и самое главное, они имеют стандартную толщину. Вам не нужно будет постоянно нивелировать эту толщину, и это очень важно. А вот шарнирный механизм мне не понравился из-за своего люфта. Он достаточно большой, практически в 1 мм. Но это все легко устраняется. И сегодня я вам покажу, как это сделать. Откручиваем 3 винта на шарнире, вынимаем пластиковый шарик. Как вы уже догадались, люфт у нас происходит только в этом направлении, из-за неправильной высоты. То есть одну часть нам нужно немножечко сточить на обычной наждачной бумаге. И вот, друзья, с помощью наждачки мы убрали полностью люфт. Сейчас намного лучше все работает. То есть никаких люфтов нет. В принципе, такой шарнир использовать можно. Но так как я человек, который не любит полумеры, поэтому я решил полностью заменить этот шарнирный механизм. И вам это сделать тоже рекомендую. На AliExpress была куплена вот такая вот шарнирная головка, буквально там за $1. Здесь у нас резьба М6. Здесь у нас отверстие 6 мм, а в торце я просверлил отверстие сверлом 6 мм. И получаем вот такой вот простейший механизм. О нем я более подробно рассказывал в одном из своих видео, которое набрало более 500 тысяч просмотров. Это убийца Apex. Кстати, очень интересное видео. Устанавливаем нашу шарнирную голову на шток. Видите, она перемещается достаточно свободно, но поджимая барашком, мы ее можем зафиксировать в любом положении. Но самое главное, друзья, у нас нет никаких люфтов ни на самом штоке, ни на самом шарнире. И это очень круто. Заводской шток мне пришлось немного шлифануть, чтобы он идеально работал с нашим шарниром. Но его длина мне не особо нравится. Поэтому в первом попавшемся строительном магазине я купил 6-мм длинный шток. Он продается свободно и стоит буквально там $1 или $1,5. То есть вообще копейки. Длиной около метра. Здесь я нарезал резьбу М6. И самое интересное, как ни странно, он более качественный, чем заводской от точилки. Движется по нашему шарниру просто идеально. Установили камушек черновой. И с новым шарниром теперь эта точилка заживет новой жизнью. С помощью нее можно точить достаточно качественно ножи. Даже можно попробовать заточить вот такой вот большой кухонный шеф-нож. От проверенной компании. Кстати, об этом ноже есть отдельное видео. Я делал тестирование подобного металла. Он сделал около 180 резов каната диаметром 22 мм. И при этом все равно резал бумагу как масло. То есть действительно он стоит своих денег, учитывая такую низкую цену и достаточно высокое качество. Желательно, конечно, такие большие ножи фиксировать в двух местах. По всей ширине. Таким образом получить более высокую жесткость при заточке. И для этих целей, по вашей просьбе, друзья, я купил вот такой вот механизм поворотный. Мне очень хотелось посмотреть, из чего он выполнен, как он сделан. Потому что здесь у нас взяты несколько идей от профессиональных точилок. Это именно рамка. Сам же механизм крепежа ножа меня также заинтересовал. Очень интересная конструкция, и сегодня мы ее разберем более подробно. И вот в разборе наш поворотник. Состоит из стальной рамки. Видно, что сделано методом лазерной резки. Здесь у нас установлена скоба с двумя центрирующими отверстиями. Эти отверстия нужны для нашего основания, чтобы наша рамка идеально становилась при каждом перевороте. Кстати, такую идею я тоже думал сделать, но все не знал, как же реализовать вот эти вот штоки. А видите, китайцы молодцы, очень достаточно прикольно придумали. Центральная направляющая полностью резьбовая. Но на мой взгляд, мне кажется, это большая ошибка, потому что все равно есть небольшой люфт в самой рамке. Об этом китайцы почему-то не подумали. Поэтому на своих точилках я всегда использую именно гладкий шток, на котором на концах только нарезана резьба. Вставляем в нашу рамку, сверху одеваем латуневую втулочку. Вставляем в основание, закручиваем. То есть благодаря такой конструкции наша рамка может выдвигаться только на 1 см, для того, чтобы произвести поворот. При этом, обратите внимание, люфтов вообще никаких нет при каждом перевороте.
И это, конечно, мне очень понравилось. А вот с этой стороны у нас, друзья, тоже есть люфт. Видите, его достаточно хорошо видно. И здесь, к сожалению, китайцы не додумались сделать конусную втулку, которая бы этот люфт выбирала. Точно так же, как и на рамке. Я не понимаю, почему они мыслят достаточно узко. Можно было бы сделать из этого аппарата действительно куколку. Устанавливаем пружинку. И вот такая вот красивая латуневая шайба поджимная. Немножечко поджимаем и проверяем механизм. Вот так вот. Идея самого поворотного механизма мне очень понравилась. И я, конечно же, подумаю, как реализовать ее более правильно, более точно, без вот таких вот люфтов и косяков. И тогда уже вам покажу свой результат. Но китайский вариант, в принципе, интересен для обычного пользователя, обычного обывателя, не профессионала и не полупрофессионала. Потому что таким механизмом точить дорогие ножи, я не рекомендую. Все-таки они стоят денег, и там требуется качественная заточка. Прижимные губы тоже достаточно интересны. Они сделаны методом синхронного поджимания. То есть внутри у нас вот такая вот пластина алюминиевая или силюминиевая. А она давит на углы двух губок, которые сжимаются между собой. Если немножко расслабить, мы видим, губки у нас тоже расслабляются. То есть благодаря поджиманию именно вот этого механизма мы можем выставить разную ширину нашего обуха. Здесь используется вот такая вот латуневая втулка для впаивания в пластик. Я не знаю, для чего они ее сделали. Сюда бы подошла бы обычная гайка М8, так как она бы работала в разы лучше. Сюда мы должны поставить вот такую вот шайбу. Но такие косяки выпирания наружу, они наоборот ухудшают позиционирование наших прижимных губ на рамке. А лучше, друзья, вместо вот этих вот шайб возьмите обычные гайки М8. Здесь у нас очень ровная качественная поверхность заводская. Во-первых, она по площади не намного меньше самих шайб. И плюс она будет выполнять функцию центровки и заменит вот эти вот непонятные латуневые втулочки. Видите, я накрутил сюда эту гайку. Вставляем в рамку. А с обратной стороны вместо латуневой заводской втулки, которую совершенно неудобно поджимать, разве что плоскогубцами, берем обычный барашек М8, который в разы интереснее, удобнее и просто превосходно фиксирует на нашей рамке. Вот так вот. Все. Жестко, надежно. И все это можно вручную без специнструмента или там плоскогубцев или ключа использовать. Но, друзья, есть минус. Как я уже говорил, здесь у нас рамка под 8 мм, а как вы уже поняли, резьба у нас по 7,8, 7,7. И, соответственно, у нас есть небольшой люфт, который также может сказаться на точности заточки. То есть здесь вместо того, чтобы сделать рамку правильно 7,6, 7,7, как должно быть по резьбе, именно по размеру резьбы, они все-таки взяли, видите, сделали типа стандарт 8 мм. Поэтому с этим мне еще придется немножко поработать, то есть как-то придумать так, чтобы у нас не было здесь никаких люфтов. Но еще раз повторюсь, друзья, для обычного пользователя, у которого ножи не по 200, не по 300 долларов, этого станка схватит с головой. Теперь покажу механизм фиксации самого ножа. Устанавливаем прижим, поджимаем и далее фиксируем винтом М3. И вы знаете, достаточно жестко, надежно все крепится. Конечно, это все нужно делать уже на самом станке, но я просто хотел вам показать сам принцип. Видите, с помощью обычных гаечек мы можем еще выровнять по длине. И вот мы, друзья, собрали наш механизм. Кстати, получилось очень жестко, надежно, ничего не прогибается. При этом поворотный механизм также работает просто великолепно. Видите, все фиксируется, поворачивается. То есть это уже, друзья, полноценный поворотный заточной механизм. Можем его установить на вот такую вот красивую платформу из ДСП, поставить ее под углом с помощью деревянной подставки, установить шарнирный механизм, и наша точилка готова к работе. Если вы являетесь обладателем уже Ruxin Pro или Apex подобной точилки, то такой механизм можно поставить поверх нее. То есть используем поджимной механизм от наших губ, просто, видите, переворачиваем с обратной стороны, фиксируем тем же барашком, который идет в комплекте именно с этим станком, и получаем достаточно хорошее жесткое крепление. И вот, ребята, мы установили наш механизм. Сейчас у нас обдирка, поэтому лучше немножко придерживать клинок. Все-таки давление достаточно большое, рычаг большой, и клинок, видите, немножко продавливается. Заусенец появился, можно переворачивать. Меняем на 400-ку. Ставим 600-ку. Здесь процесс уже пойдет чуть побыстрее.
Ну и последний камушек — это 1000. Видите, я заточку делаю достаточно быстро, буквально 10-15 минут максимум. Откручиваем шестигранники. Берем китайскую кожаную правку и немножечко убираем заусенец. Кстати, очень классная штука. Очень удобно, пользуюсь ей постоянно. Ну и сразу же тест. Бреет волосы. Это очень круто. С бумагой здесь вообще никаких вопросов нет. Режет разными узорами, как угодно. Смотрите, просто супер. Результатом заточки я остался доволен. Но давайте подведем уже краткий итог. Сам поворотный механизм работает неплохо. Нет никаких люфтов, то есть рамка становится, переворачивается, становится идеально. Но вот, конечно, люфт самого штока, боковой и верхний, это, конечно, проблема. Верхний люфт убирается за счет нагрузки на сам клинок. А вот боковой люфт, к сожалению, уже никак не уберешь. Здесь нужно сделать небольшую втулочку конусную. Также желательно сам механизм установить на отдельную площадку. Но в целом могу сказать одно. Данный механизм однозначно стоит своих денег. За 30 баксов мы получаем уже практически полноценную точилку. А для обычного обывателя такой точилки хватит за глаза. Ссылку на этот замечательный поворотный механизм скину под видео в описании. Также ссылочку скину на Ruxin Pro, которая тоже себя показала неплохо. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. С вами был Макс. До новых встреч. Пока.